Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз делаем на следующую неделю. Это неделя с 24 по 30 августа, то есть практически конец лета. Что вас ожидает на предстоящей неделе, что интересного произойдет у Водолеев на этой неделе по дням. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет и будет отыгрываться в том порядке по дням, как мы эти дни будем для вас выкладывать. В любом случае можете написать комментарий, насколько вам это видео подходит, насколько оно перекликается с тем, что происходит в вашей жизни. Я буду рада ответить на ваше такое сообщение. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Можете поделиться также этим видео с кем-нибудь из знакомых водолеев, если вы считаете, что им это видео подходит. Также буду очень признательна. Итак, у нас сегодня в раскладе две колоды. Это Таро 78 дверей, которые мы уже перетасовали, а также Таро светлых провидцев, которую я сейчас перетасовываю. Давайте посмотрим на этих двух колодах, что, соответственно, происходит у вас. Водолеи. Неделя с 24, я напомню, по 30 августа. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Здесь у вас есть первая карта, это карта Короля Кубков, карта водного знака, карта водной стихии. Здесь же у вас колесница, карта движения вперед. Возможно, здесь активный такой акцент делается на представителя знака Рак, возможно, общение с таким человеком. Также здесь есть, знаете, вот как возможность путешествовать, куда-то ехать, получать от этого удовольствие, то есть радоваться этой поездке, потому что она вас вдохновляет, радует, какие-то возможности для вас открывает, соответственно, вдохновляет. Да, также по колеснице здесь может быть поездка, где вы с людьми очень эмпатичны, любезны, где вы стараетесь угодить всем, как-то с ними очень позитивно общаться и, может быть, даже едете куда-то, где поздравляете кого-то, поэтому здесь король кубков, именно кубок поднимает. Карта Короля Кубков. Может быть, здесь речь идет о успехе, движении к успеху, движении к цели. То есть как будто хороший рывок делаете к достижению цели вашей. Дальше идет восьмерка кубков с Луной. Вот здесь интересно, потому что восьмерка кубков, она о разочаровании. Что-то, может быть, в этот день не совсем так складывается, как вам хотелось бы. Возможно, вы здесь не уверены в том, что вы делаете, или вас пугает, что здесь какая-то неопределенность появляется. Вы не знаете, собственно, да, как угасает немножечко вот эта ваша уверенность, самоуверенность где-то, да, то есть вы начинаете здесь в чем-то сомневаться, какие-то переживания появляются по восьмерке кубков, какие-то тревоги, понимание, что впереди могут быть какие-то сложности и трудности в достижении вашей цели, когда вы будете идти. Но, тем не менее, восьмерка кубков вместе с девяткой чаш, она показывает, что, возможно, да, вам приходится уходить от чего-то, что, возможно, вам было комфортно, но время это оставить, да, потому что оно не приносило того результата, который все-таки вы бы хотели получить, поэтому время двигаться дальше, потому что именно двигаясь дальше, вы сможете получить ту девятку кубков, на которую вы нацелены. И карта Луна, которая здесь также есть в среду, и которая также может говорить о переживаниях, каких-то тревогах, ваших волнениях, когда вы думаете, что что-то может не получиться. Но вместе с королевой жезлов, если какие-то переживания, касающиеся работы, возможно, или достижения цели вашей, вашего успеха, то по карте Луна вы можете преувеличивать свои страхи или какую-то неуверенность испытывать в себе, но вы, скорее всего, справитесь с тем, что здесь вас может беспокоить. Совершенно зря это вас беспокоит, потому что королева жезлов, она говорит, что в любом случае вы добьетесь успеха, потому что она успешная, она целеустремленная, она
горит своей идеей, она готова ее воплощать в жизнь. Соответственно, здесь королева жезлов не должна здесь каких-то негативных дополнений иметь, соответственно. Может быть, что-то связанное будет с огненным знаком. Лев, Овен или Стрелец. Возможно, здесь какая-то ситуация, связанная с обманом со стороны такого человека, но я не думаю, что здесь прям вот в большом количестве людей это будет прям вот иметь такое значение. Здесь все-таки общий расклад. Карта двойка пентаклей. Может быть, четверг будет немножечко хаотичным, таким сумбурным, когда придется как белка в колесе бегать, много задач выполнять, много дел делать водолеем. И дальше есть пятерка жезлов, то есть преодолевать какие-то препятствия, сложности, может быть, какие-то мелкие здесь камни подводные возникают, которые приходится опять-таки преодолевать как испытания своего рода. Может быть, какие-то споры возникают здесь с другими людьми, но вы стараетесь держать баланс, стараетесь не потерять равновесие и справиться ловко со всем, что вы здесь, соответственно, делаете, и с любой работой, с любой задачей, которая у вас здесь возникает. Девятка кубков, в принципе, карта чуть ли не праздника, поэтому, возможно, вы что-то здесь отмечаете в пятницу, а возможно, по девятке кубков здесь просто как ощущение достатка и благополучия, возможности чем-то себя порадовать будет. По карте Солнца ощущение радости, процветания, счастья, каких-то хороших радостных событий, которые у вас происходят в этот день, и ощущение веселья, вот этого излишеств, которое в вашей жизни есть, которые также вас могут радовать. Карта шестерка кубков — это карта связи с вашей семьей, с близкими. Это, в принципе, карта уюта и дома, семейного очага, с которым вы имеете здесь дело. И по шестерке кубков вы можете здесь общаться с близкими. Может быть, возможность встретиться с ними в субботу или какой-то повод хороший в виде праздника, юбилея какого-то, на который вас приглашают, к примеру. Либо вы здесь встречаете кого-то из своих бывших знакомых там, или с кем вы учились вместе, или друзей каких-нибудь из прошлого, которые случайно появляются вдруг на горизонте, случайно встречаетесь с ними, допустим, и также, может быть, это вызывает какую-то приятную ностальгию, воспоминания о прошлом, поэтому шестерка кубков здесь могла выпасть. Шестерка кубков, в принципе, говорит еще и о ностальгии как таковой, о том, что было раньше, как было раньше, да, какой-то ностальгии. Вместе с королевой пентаклей здесь может быть задействован земной знак зодиака, это девы, тельцы или козероги. И также по королеве пентаклей вы стараетесь здесь быть очень практичными. Если речь идет об уюте, о семье, то старайтесь очень практичными быть во всем, что касается семьи или вопросов семьи, каких-то вопросов там, денег, допустим, если нужно что-то потратить на там, кого-то из своих близких, на детей, внуков. То есть, опять-таки, по королеве пентаклей очень разумно старайтесь относиться к деньгам, к финансам. Карта короля жезлов, карта огненного знака, это карта льва, овна или стрельца, но опять-таки у нас общий расклад, поэтому здесь речь может идти о том, что вы проявляете эту энергию. Четверка пентаклей, старайтесь быть очень разумными, опять-таки, в деньгах, то есть по четверке пентаклей не тратить лишнее, не растрачивать свои ресурсы зря, то есть не растрачивать свои деньги, свои эмоции, свое здоровье здесь зря. И по королю жезлов вы здесь очень активными, в принципе, будете. Очень много дел можете успевать сделать. Очень такие вот деятельные, не сидите на месте, но при этом четверка пентаклей, она все-таки показывает, что вы здесь не теряете вот того же важного своего, что вам принадлежит. То есть стараетесь здесь удержать что-то, что дает вам ощущение постоянства, что для вас ценно. Поэтому вот четверка пентаклей здесь таким кошелечком, который она так трепетно держит у груди. Итак, дорогие мои водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!